Всем привет! Вы на канале Ирена Адлер. Сегодня будет вторая подряд распаковка, на этот раз из Австрии. Ну и я вышла в парк, чтобы быстренько снять подводку к этому видео. Но скоро пойдет дождь, поэтому давайте начинать. Так, тут сегодня на первый взгляд всего немного. Ну, начнем с брошек. Хотя здесь много и клипс, и разного. Так, брошка камея. Камеи я всегда стараюсь найти, взять для своего магазина, потому что они очень популярные. И это камея на бакелите, винтажный пластик. К сожалению, здесь не хватает нескольких кристаллов, но это совершенно не страшно. Их легко найти. Чем эта камея уникальна? Это своей тонкостью резьбы, тонкостью самой работы. Посмотрите, какие волосы у дамы на камее, насколько тонко вырезано все. Следующая брошка простоватая такая, с черным стеклом. У меня такая брошка есть уже в магазине, но с красивым таким зеленым стеклом под хризопрас, по-моему, не знаю, какой-то под зеленый камень это стекло выполнено, но здесь под черный оникс. Вы знаете, что чехи мастера делать стеклянные имитации натуральных камней. Ну, вот это оно как раз. Дальше брошь старая, думаю, это 20-30-е годы. Обратите внимание, здесь камень один перевернут, но я его, конечно же, поставлю правильно. Видимо, хозяйка предыдущая вот так вот воткнула, как видела, и особо не замечала, что у кристалла есть верхняя часть и есть нижняя часть. Но посмотрите, насколько эта брошь красиво своими именно стеклянными вставками. Они сияют и переливаются. Нежный такой лавандовый цвет, бледно-бледно-сиреневый. Еще одна брошь спрей, так называемая. Броши-спреи — это вот такие вот букетики цветочков на таких вот тоненьких веточках, они так называются. Обычно это брошь-спрей, это австрийские броши. И эту я нашла тоже на одной из барахолок в Вене. Ну и как, в общем-то, все в этом видео, это венские находки. К сожалению, здесь не хватает одного кристаллика АБ. Не знаю, возможно, я его найду, чтобы вставить. Еще одна брошь. На самом деле это флакончик для духов. Вот такой малюсенький, он стеклянный и в такой вот оплетке металлической, ажурной. И здесь вышивка с фиалками. Вот такой вот здесь стеклянная палочка в крышечке. Сюда можно набрать, не знаю, правда, как, духи, и вот так вот носить на этой брошке, подвесив на одежду. Очень такой вот функциональный аксессуар. Еще один маленький пин, маленькая кошечка. Она с эмалью, такой темно-синий и зеленый. Это кошечка маркированная.
Balou Reg-D. Это маркировка американской фирмы. Фирма украшений существует с конца 19 века, но прославилась она тем, что делала пины, вот такие вот маленькие, для армии, на милитари тематику, пины для политиков. Ну и потом они переквалифицировались, делали уже разные пины, но в основном у них вот такие вот маленькие пины-брошки. Они очень прикольные и встречаются в интернете интересные всякие дизайны. После Второй мировой войны, когда упал спрос на милитари тематику, они начали производить разные украшения. Но в 2000 году фирма перестала существовать, и, по-моему, ее выкупила какая-то другая компания. Производят они сейчас что-то или нет, я не знаю. Но вот именно этим фирма Balou Reg-D была популярна в начале 20 века производством своих вот таких значков и пинов. Дальше покажу 4 пары клипс. Первые с зеленым стеклом. Очень красивое стекло, напоминающее хризопрас, по-моему, насколько я знаю. На первый взгляд может показаться, что клипсы на самом деле с натуральным хризопразом и серебряные, но никаких опознавательных значков здесь нету. Так что, скорее всего, это простой металл. Ну, не знаю, клипсы красивые, вот такие вот небольшие. А дальше клипсы, как вы видите, на бумажечке. Это испанские клипсы в технике Дамаскин. Не раз о ней рассказывала уже. Правда, они немножечко, конечно, подустали, скажем так. Не знаю, удастся мне их почистить или нет. Но вот, как вы видите, они даже прикреплены на бумажку оригинальную. То есть, возможно, их даже не носили, а просто они вот так вот валялись у кого-то. Не знаю. Но это не имитация Дамаскина, а, как вы видите, настоящий Дамаскинадо из города испанского Толедо. Это традиционное такое ремесло. Следующие 2 пары клипс, скорее всего, с натуральным кораллом. А вот эти клипсы, я думаю, точно коралловые. Здесь видно, что они шлифованные, вот эти вот камешки, но все равно в них есть такие вот маленькие отверстия, такие поры, и они не очень ровные. Интересное крепление здесь этих коралловых таких вот камешков на пин, то есть они на штырек такой как бы нанизанные. Это точно натуральный коралл. Но вот серебро это или нет, я не знаю. Возможно, нет. Клипсы скромные, такие красивые. И вторая пара клипс. Мне кажется, тоже это натуральный коралл. Они очень старые, винтажные. На них есть маркировка Original Patent HB. Я находила такие клипсы в интернете, но они были серебряные, маркированные 925 пробой, и все они были, эти найденные мной в интернете клипсы, с натуральными жемчужинами, какими-то натуральными камнями, поэтому я предполагаю, что и здесь этот бренд
использовал натуральный коралл. Чем они еще красивы, эти клипсы? Это задней частью. Посмотрите, насколько она проработана. И такая вот застежка. Мне кажется, она не будет сильно давить на ухо. Но я попробую примерить их в каком-нибудь видео. У меня уже накопилось много клипсов, которые я хочу примерить в видео. Следующая находка — это запонки. Серебряные они или нет, тоже непонятно, но уникальность этих запонок в их росписи. Это ручная роспись. Вообще подобная роспись мне встречалась на натуральном перламутре, на броши. Но там было видно, что это натуральный перламутр, потому что можно было посмотреть на заднюю часть. Это была открытая задняя часть этой броши. Но подобная роспись у меня встречалась вот еще в таких вот шкатулочках. Запонки, к сожалению, еще чем-то покрыты, но, видимо, роспись нужно сверху покрыть, поэтому я не уверена, что это натуральный перламутр. Может быть и нет. Я попробую что-то поискать об этих запонках, какую-то информацию найти. Но то, что роспись покрыта еще сверху лаком таким желтоватым, я думаю, это видно. И у него даже есть некоторые сколы такие. Но тем не менее запонки прекрасные. Нельзя было их упустить. Дальше тоже необычная находка. Это пуговицы. 4 пуговицы металлические, вот такие вот малюсенькие, они ажурные. Я не могла их не взять. И видите, они даже связаны ниточкой такой, чтобы не потеряться. Вот я нашла 2 пары таких пуговичек. И на какую-нибудь вот такую блузку, возможно, кому-то понравится, и он украсит ее шелковую блузу винтажными пуговицами. Это тоже очень будет выглядеть достойно. Ну и последние 2 вещицы, которые я покажу в этом видео, это кулоны. Малюсенькие миниатюрные кулоны, вот такое деревце. И что интересно, у него 3 маленьких камушка вставки. И при ближайшем рассмотрении в лупу я подумала, что это рубин, хризопрас и, возможно, сапфир. Вот такие вот малюсенькие. Уж очень они похожи на натуральные. Не знаю, возможно, и кулон позолоченный какой-то. Ну, не буду утверждать, может быть и нет. Но на кристаллы эти вставки не похожи. Не знаю, вот сфокусировалось это все или нет. Видно вам. Они очень похожи на натуральные камни, о которых я и сказала. И последний на сегодня вот такой миниатюрный слоник. Я подумала, что он вырезан из натуральной кости. Посмотрите, насколько тонкая эта резьба. Этот слоник, конечно, может использоваться и как подвеска, и как шарм на браслет или на другие цепочки, в общем, куда угодно. Он очень милый и, возможно, действительно он костяной. Покажу вам все это поближе и убедимся, что мы ничего из этого не пропустили. Маленький дождь все-таки начался, а я надеюсь, что мое видео вам понравилось. Так что подписывайтесь на канал. Всем пока, до встречи в следующем видео.